Да-да, друзья, это самый центр города, Петроградка. У нас сегодня большое путешествие. Прежде чем мы начнем тему продолжения подкаста про Flickr, хочу сказать, что сегодня у нас для тех зрителей канала, я знаю, что среди моих зрителей очень много мусульман, сегодня большой праздник. Метро Горьковское у нас сегодня закрыто, поэтому я сегодня на Петроградке. И для тех, кто не будет смотреть выпуск про Flickr, слушайте, готовьтесь, у меня будут шорты по стрит-фотографии. Сегодня отличная погода для того, чтобы этим заняться. Ну и, конечно, в первую очередь я хочу поблагодарить всех, кто принимает участие в жизни канала. И я хочу, прежде чем начать наш разговор, рассказать краткие тезисы, что мы сегодня, о чем мы сегодня поговорим. Мы сегодня поговорим о самом важном, друзья, в развитии вас как автора. Поэтому для кого сегодняшний подкаст? Для тех людей, кто не уверен в себе как фотографа, кто хочет стать фотографом, не просто любителем, но и заниматься этим и зарабатывать. Соответственно, тем, кому интересно развитие быстрое. И вспоминая свой канал, как я очень медленно развивался, вы помните эти рамки, когда я 50 подписчиков набирал год целый, потом 100 еще пару лет, ну, потом следующий этап 500, который мы с вами преодолели в этом году, в начале года, 1 числа. Ну и теперь плавненько подходим к 1000. Для того, чтобы ваш путь во Flickr не был такой длинный по развитию, как у Фавионыча, мы сегодня забудем про прошлое, забудем про будущее. Будем жить сегодня настоящим. Будем программировать себе настоящее развитие вас как автора. И благодаря опыту Фавионыча, на русскоязычном пространстве про Flickr вам никто ничего не расскажет, кроме него, толкового, бесплатно, друзья. Ну, я выражаю благодарность, кто поддерживает канал не только лайками и комментариями, а таких много людей, ну и те, кто вносит реальный вклад, помогает что-то купить, что-то оплатить, в том числе бесценное наше время, которое мы проводим. Друзья, итак, начали. Тема сегодняшняя касается Flickr, и в первую очередь самой важной части. После того, как вы уже посмотрели ролики про то, как сделать аккаунт, многие считают, и я тоже неоднократно говорил, что лента Explorer дает возможности вам быстро вырасти. Но что делать, друзья, если вы не знаете, как этим пользоваться? Что сделать? Я наблюдаю множество аккаунтов, которые там по 3-4 года у людей и не могут набрать 100 подписчиков, не знают, что делать, как набрать, не чувствуют, что такое лента Explorer, какие циклы. Об этом у меня множество выпусков. Но сегодня описание. И переходя к настоящему, у меня немного времени, но я вам расскажу, что такое описание, как оно влияет на ваше продвижение. Прежде всего, зачем оно нужно? Представьте, что вас еще никто не знает, и алгоритмы тоже не могут определить, кто вы такой, что вы делаете, чем вы занимаетесь. Поэтому описание канала — это одно дело, описание вашего аккаунта Flickr. Но описание вашей работы — это совсем другая история. И она влияет в первую очередь на столько множество метрик, что иногда, зачастую, это все превосходит ваши ожидания. Сегодня мы как раз подробно рассмотрим каждый тезис, который я сегодня в нашем сообществе уже запостил. Напишите, кстати, в комментариях, может, для вас что-то открытие будет, а может быть, какие-то вопросы у вас остались. Поэтому, друзья, на примере Сергея, на примере других подписчиков нашего канала Telegram вы можете увидеть, как можно за полгода, за год преодолеть несколько лет продвижения. Сергей один из образцов, как это сделать. Усвоив стратегию и тактику Фавионыча, он смог вырасти за год практически до размеров Фавионыча и регулярно попадает в первые 50 лучших работ со всего мира Flickr. Давайте. Итак, если я вас убедил, что это нужно делать, что нужно обязательно это делать, а почему, друзья, вы спросите? Да, потому что описание — это единственная метрика, которая позволяет
даже если у вас нет фотографии и профиля, узнать, о чем ваша работа. Несмотря на умные системы, несмотря на кричащую изо всех утюгов про искусственный интеллект во всех устройствах, на самом деле, конечно, это далеко от интеллекта. Профессор Савельев это называет искусственный маразм, переходящий, не достигший интеллекта. Я с ним полностью согласен, поэтому алгоритмы очень грубые, но тем не менее. На примере Дмитрия, который активно сейчас развивается во Фликере, но пока он еще не освоил все практики Фавионыча в моей школе. Поэтому описание, друзья. Запостил фотографию, сделал работу, да? Напиши, что за птица. Напиши, люди не знают, система не знает, что это за птица. Чайка, это баклан или этот буревестник там, или еще что-то, какая другая. Напишите, это вам не займет много времени. Переведите на английский, дальше об этом поговорим. И увидите, что произойдет. Так вот, еще раз зачем? Затем, чтобы алгоритмы начали вас бесплатно продвигать, друзья. Не за деньги, которые вы пытаетесь в разных соцсетях сделать, а толку ноль. Это бесплатное продвижение, так же, как YouTube. И если вы осилите эти алгоритмы с помощью Фавионыча, с помощью его опыта, то у вас все получится. Давайте перейдем на конкретику. Почему я это делаю? Не делал, не делаю, буду. А поставьте себе цель. Делаю прямо сейчас. Вот взяли и прямо сейчас сделали после того, как послушали подкаст. Взяли свою любую работу и сделали описание. Итак, друзья, почему я это делаю? Во-первых, описание дает представление о том, о чем ваша работа. По описанию можно сделать вывод, какими жанрами вы интересуетесь. Описание может вам помочь обнаружить какие-то связи с вашим сообществом во Фликере. Фликер вам поможет в этом. Следующий пункт, когда делать. И когда я делаю описание. Я делаю описание до того, как размещаю работу. Объясню почему. Мой опыт, различные исследования, практические тесты с момента моего нахождения во Фликере с 2017 года, 5-летние, показали, что в 2023 году описание работает очень эффективно до вашего публикования вашей работы. Почему, объясню. В отличие от тегов, в отличие от добавления в групп, в отличие от метрики в картах добавления, описание помогает продвигать системам Flickr до момента, когда они уже станут узнаваемы. Поэтому описание не влияет отрицательно на ваше продвижение, влияет только положительно. Поэтому я делаю описание до размещения работ. Обязательно запомните это. Ничего страшного, если вы какую-то работу сделали, у вас нет описания. Вы можете добавить его позже. Но вы выиграете в несколько раз больше показов, в несколько раз, друзья, если сделаете это до публикования работы. Более того, если вы не готовы, все, вы можете подготовить заранее работу, об этом я говорил. Сделать описание и потом только открыть ее. Это самый лучший способ. Касается того, почему это важно, с одной стороны, с другой стороны, каким образом описание влияет на показы. Друзья, в соцсетях самой главной валютой современного цифрового мира является время. Это единственная валюта, которая не привязана ни к каким другим. Это самая ценная вещь в вашей жизни. Вы можете только распоряжаться им по-своему. Так вот, во Flickr это не исключение. Время просмотра вашей работы – это основной метрический показатель вашего успеха. Я уже говорил, что когда листают ленту, листают там полсекунды, четверть секунды, секунда, две, если хорошие работы. Но есть, друзья, способ, который позволит вам это время увеличить в несколько десятков, подчеркиваю, в десятках раз. Как вы догадались, это описание. Если человек поинтересовался вашей фотографией и зашел посмотреть, чем это снято, об этом я писал
Почему нужно обязательно, чтобы к работе был Xhif присоединен? Многие топовые авторы не делают этого, но они могут себе это позволить. Им это не нужно, потому что они уже зарабатывают деньги. Их алгоритмы и так продвигают. Но если вы не из таких, делайте Xhif. Обязательно. Xhif — это данные по самой съемке. Чем снято, когда и так прочее. Так вот, когда люди начинают рассматривать это время, проведенное в вашей работе внутри ваших метаданных, засчитывается как время просмотра вашей работы. А представьте, что ваше описание занимает, например, не одно слово, не одно предложение, а множество предложений составляет некую уникальную историю. Можете себе представить, что происходит с алгоритмами. Алгоритмы видят, что это абсолютно новое. Я уже рассказывал, что Flickr любит новое, любые соцсети любят новое. Если вы делаете что-то новое, то это учитывается. И учитывается в очень положительном ключе. Поэтому я рекомендую и делаю описание до открытия работы. Во-вторых, я делаю длинное, большое описание. Сейчас поговорим подробнее. Следующий пункт касается поиска. Так как же они это делают, друзья? Очень просто. Сидит где-то в Камбодже какой-то человек или в Индии и забивает какое-то слово по-английски, на других языках. Алгоритмы уже научились переводы делать. Я уже делаю многие свои ролики на субтитрах до 100 языков. Если вы поможете моему каналу добраться до 1000, то вполне вероятно, что я включу премиум и не буду тратить эти многие минуты на то, чтобы переводить. И сделаю себе автоматический перевод. Но рано или поздно это произойдет. Так вот, друзья, поисковые машины, когда люди что-то в поиске ищут, то ваше описание, вне зависимости от того, будет там что-то написано только про вашу фотографию или сопутствующие какие-то. Так вот, слова, которые находятся в описании, а также местоимения, предложения, прилагательные, существительные, глаголы, каждый из этих слов имеет массу возможностей для поиска. Они дают ключи к открытию направлений поиска. Поэтому огромное описание, которое я делаю. И если вы мне не верите, друзья, что описания могут превосходить по рангу и по возможностям ленту Explore, посмотрите мои самые просматриваемые работы. В портфолио первой страницы Flickr вы можете это увидеть. Я об этом рассказывал, как это работает, что нужно делать для того, чтобы создать эту страницу посадочную, так называемую. Так вот, самые топовые работы практически на протяжении всех 5 лет это были работы, которые никогда не попадали в ленту Explore. Они сделаны на острове Крит, в местечке Колени Одиссея. Это Калиста пляж и Плакес. Я взял это описание из свободного доступа в Википедии. В нем, я думаю, что не 10 тысяч, даже 20 тысяч знаков. Все это на английском языке. Так вот, они до сих пор продвигаются. Поэтому следующий пункт – это вечное продвижение. Вечное продвижение – это так, благодаря только описанию. Никакими группами вечное продвижение вы не сделаете. Почему? Потому что группа уходит и приходит, они опускают фотографии вас и вниз. Что может поднять наверх? Только если вы постоянно будете обновлять новые работы. И второй вопрос. Единственное, что работает, это описание. Если оно большое, то алгоритмы, кроме того, что по поиску выделяют вашу работу, они также запоминают и учитывают объем описания. Это проверено тоже моими экспериментами. Поэтому я делаю мало того, что интересное описание на 2 языках, на русском и на английском. Вы можете без меня проэкспериментировать на других языках, сделать на 3, на 4 и написать в комментарии, получилось, что у вас из этого вышло. Экспериментируйте, друзья. Я экспериментировал. Что? Петроградская набережная? Да. Так а вы на ней, по-моему, находитесь. Вот это и есть, да? Ну да. Какой ищете дом? Вот звездочкой. Вот здесь вот.
начал продолжим, друзья. Что можно добавлять еще в описание, кроме, собственно говоря, самого описания? Где это снято, какие условия съемки, какое у вас настроение было. Это все очень важно, особенно ваше эмоциональное состояние. То есть вы должны составить некую историю. Если вы творческий человек, это может быть небольшая история, там несколько предложений, но это будет ранжироваться гораздо выше, чем если вы сделаете просто какое-то стандартное описание, снято какой-то камерой в таком-то месте, и все. Но, друзья, что можно еще добавить? Кроме стандартных букв, предложений, вы можете добавлять ссылки. Например, на ваш канал, активные ссылки. Например, на ту же вашу страницу портфолио во Flickr, созданную, тоже, чтобы она была активной. Это позволит людям, которым понравилось описание, нажать туда и увидеть. Или написать, например, как я делаю. Если вам интересна эта история, вы можете посмотреть больше об этом путешествии. И дальше ссылка на YouTube, на мой канал. Или, например, на какую-то другую соцсеть. Но старайтесь это делать в рамках каких-то двух сетей. Например, у меня это YouTube и Flickr основные. Можете, конечно, использовать еще и Telegram. Чтобы сильно не задерживать ваше внимание, друзья, скажу еще, что описание позволит вам получить рано или поздно отклик тех клиентов или тех ваших пользователей, которые могут вас привести туда, куда вы даже не думали. Это будет сюрпризом настоящим для вашего продвижения во Flickr. Поэтому не сбрасывайте со счетов и такую возможность, и верьте в это, и пользуйтесь настоящим временем и пишите: я это делал, я это ходил туда, я это хожу, или не знаю. Придумайте сами что-либо, и тогда все получится. И я жду ваших комментариев после этого подкаста, что вам удалось и что у вас не получается. Мы с вами вместе разберем ваш аккаунт. До майских праздников я это делаю абсолютно бесплатно. С мая месяца я уже набираю группы. Соответственно, кто будет заинтересован, кто может приехать в Питер лично со мной встретиться, это будет школа офлайн обязательно, не онлайн. Онлайн-школу я делать не буду. Онлайн-школа – это мой канал. Офлайн – живое общение, мои секреты непосредственно уже на локации. Я буду показывать своим сторонникам, поклонникам, моим хорошим друзьям и тем, кто приедет в Питер и отправится со мной в очень необычные места. Не те, которые знают все туристы, а какие-то интересные, которые мы с вами вместе выберем. А я желаю вам всего самого лучшего. Надеюсь, что этот подкаст немного времени у вас отнял. Еще раз вас благодарю за поддержку канала, за то, что мы продвигаемся к тысячной отметке. Ну и практически у меня почти 4000 часов. Поэтому, друзья, я планирую это сделать до майских. И у нас очень тепло. Я уже говорил о том, что в Питере в этом году на неделю все раньше. Зелень уже проклевывается. И приезжайте в Питер с Вовенычем. Увидите новый Питер. Всем удачи, пока.